вами школа маникюра просто, меня зовут Эльвира, и продолжая тему пейзажей, сегодня мы с вами нарисуем вот такой сложный зимний пейзаж гель-лаками пошагово. Ну что ж, приступим. Начинаем мы, как обычно, с фона. В данном случае нам понадобится такой два оттенка голубого, более темный и холодный, более теплый, светлый, и также светло такой желтый, можно желтый с белым смешать цвет. Их мы перемешиваем между собой, здесь нам не нужно делать градиент, можно, чтобы были видны мазки. Просушиваем и оранжевым цветом рисуем силуэт как бы леса, закатного такого. И коричневым цветом делаем кончик типсы. Далее белым цветом рисуем силуэт снега, который у нас будет. И начинаем рисовать такие елочки вдалеке, смесью базы и коричневого цвета. Можно делать это просто светло-коричневым, но так получается более объемно. Где-то добавляю больше коричневого, где-то меньше. Прорисовываем наши елочки. Такой лес получился. Далее оранжевым цветом, если где-то нужно, добавляем пики деревьев и начинаем делать текстуру снега этим же цветом на елках, которые мы нарисовали смесью коричневого и базы. Подмешиваем в него белый местами, то есть такой цвет будет неоднородный. Прорисовываем снег, лежащий на ветвях елочек. Добавляем местами оранжевый, местами белый, то есть цвет должен быть неоднородный. Далее белым цветом рисуем солнышко и его отражение в воде. Затем просушиваем и темно-голубым цветом рисуем облака на небе. Там, где цвет совпал с темно-голубым сверху типсы, я в дальнейшем добавлю чуть больше темного, и этот эффект как бы слияния уйдет. Тени я добавляю смесью синего с базой. Тени получаются сверху, а снизу мы будем добавлять смесь белого с базой, то есть облака у нас будут подсвеченные солнцем, а в несветлой стороне, то есть сверху, они будут чуть темнее по отношению к солнышку. Также в дальнейшем можно желтый добавить, да, на облака, то есть будет такой закат. Далее смесью желтого и базы я делаю эффект свечения, заполняю солнышко, то есть прям вокруг солнца делаю такой градиент от солнца к краям желтым цветом. И то же самое дублирую там, где у нас наша река импровизированная. Реку мы нарисовали коричневым цветом. И на ней делаем как бы отражение солнечного цвета. Далее рисуем ствол дерева. Я делаю это в данном случае коричневым цветом. Можно делать это черным цветом. Но мне хочется более такой эффект прям вот теплого заката, поэтому я выбрала коричневый цвет. Далее прорисовываю ветви, такую как крону. Где-то коричневым, где-то подмешиваю белый, где-то чуть-чуть оранжевого, то есть неравномерно. Так как на закате у нас снег на ветвях, он тоже может выглядеть по-разному. Понятно, что это зима, мы здесь прорисовываем снег на ветвях, но он отражает солнечный цвет, и он такой желтоватый, коричневатый, а в тени вообще темного цвета. Поэтому на самый как бы верх листиков, ну не листиков, как это назвать, ветвей, да, мы можем добавить белый, ярко-желтый, но в целом делаем это смесью коричневого, оранжевого цветов. Далее тени добавляем синим на снег, добавляем тени на крону дерева и прорисовываем
маленькую-маленькую избушку под деревом, коричневым, прям темно-темно-коричневым цветом. Может быть коричневый, смешанный с черным. Мы уже делали подобную избушку в предыдущем дизайне, я ссылочку прикреплю. В той же технике рисуем избушку, белым рисуем крышу, рисуем белым также окошко, просушиваем, заполняем в дальнейшем окошко желтым цветом, прорисовываем немножко светлым цветом брус, очень мелко в данном случае, рисуем раму оконную коричневым цветом, трубу печную и на другом берегу реки также рисуем ствол дерева. Здесь более темно-коричневым, здесь смешиваем коричневый с черным, чтобы был такой контраст. Мне хочется здесь большей прозрачности, поэтому здесь крона у меня будет не такая богатая у дерева. Крону я прорисовываю также коричневым цветом, потом добавлю туда светлых оттенков. Крону я рисую как бы точечками такими, штрихами, если хотите. Поскольку везде свет неоднородно ложится, где-то у меня это более светло-коричневый, где-то более темно-коричневый. Вот таким вот образом. Добавляю чуть-чуть более светлых тонов, как бы снежок такой получается, лежит у нас на кроне дерева. Где-то в теневой стороне могу добавить синего, как тот снег, который у нас, собственно, на земле здесь получился. Подштриховываю, добавляю желтые блики, где это необходимо. На крышу, под домик, на снег. Прорисовываю смесью базы и белого цвета дым из печной трубы. Тоже такими штрихующими движениями. Где-то чуть более светлый оттенок, где-то менее, где-то прозрачный, где-то менее прозрачный. Добавляю теней. И рисую еле заметное отражение домика в воде. Отражение окошка. Так у нас рисунок будет более живым. Все это делаю цветами, размешанными с базой. Ставлю блики на воду ярко-белым цветом, тонко-тонко. Добавляю теней смесью синего с базой. И наш рисунок готов. Да, этот рисунок не самый простой, но если делать его по шагам, я уверена, что у вас получится. Поэтому пробуйте, пишите в комментариях, что у вас получилось. Можете присылать мне ваши работы, я буду очень рада посмотреть. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и я продолжу снимать для вас другие полезные видео мастер-классы.